прям пипец. Взять этот шампур в одну руку, во вторую бокальчик шампанского. Разве это не Новый год? Быстрее, быстрее, быстрее. Сегодняшнее наше занятие посвящено охране окружающей среды. Многим интересно, где мы питаемся, где мы ночуем, мы уже показали. А питаемся, перекусы, как можно сказать, делаем. Мы делаем вот таких вот беседочках, когда как. Иногда на берегу озера, на берегу водоема, на берегу речки, в кафешке. Ну вот сегодня у нас получилось завтрак вот такой обстановке. Мы нашли такую вот беседочку классную. Погодка. И вот такой у нас завтрак. Что входит у нас в завтрак, который что купили в местном, как говорится, маркете. Это Матиус, крабовые палочки, 2 бублика с творожной начинкой, 2 банана. Ну и кофе у нас в термосе обычно, но оно закончилось, так что мы взяли такого вот лимонада. Ну, будем мы, конечно, завтракать, да. Дальше хотел сказать, Дуня начинает завтракать. Ну, нормально завтрак. Не, ну нормально. На природе. Классно. Погодка такая чудесная. Перекусим и двинемся дальше показывать вам красоты Белоруссии. Так что оставайтесь с нами, а нам приятного аппетита. Городок – небольшой административный центр Городокского района, в 30 километрах севернее Витебска. В городке проживает немногим более 12 тысяч человек. С 1904 года городок – железнодорожная станция на линии Витебск-Невель. Автодорогами он связан с Улой и Витебском. Городок возник на месте древнего поселения на реке Горожанка. Вероятно, именно его называли городком под Полоцком в летописях XIII века. Первое точное упоминание городка датируется 1551 года. В начале XVII века местечко входило в состав Витебского воеводства Великого княжества Литовского. После первого раздела Речи Посполитой оно оказалось на территории Российской империи. Городок был центром поветов Полоцкой, Белорусской, а затем Витебской губернии. Вот, Так. ребята, мы и прибыли в городок. И сейчас мы с вами находимся возле спортивного комплекса. Да, это физкультурно-оздоровительный комплекс с правой стороны. И здесь вот тоже такой спортивный городок. Я так понимаю, здесь вот кафе, гостиница. Сейчас мы зайдем, тоже уточним, сколько стоят номера. Это, кстати, единственная такая более-менее престижная гостиница, которая можно остановиться в городе-городке. Друзья, стоимость номера в такой гостинице составляет 70 белорусских рублей за сутки. 70 рублей. Это примерно порядка... 30. Да, чуть меньше 30, где-то $28. Примерно. Ну, а мы поедем осматривать достопримечательности. А мы сейчас находимся в городке, северном городе Белоруссии. И сейчас мы находимся у... Свято-Троицкая церковь. Получается, в конце 20 века его перестроили, и здание бывшей приходской школы. Благовещенский костел возведен в 1990-х годах. Так, сейчас мы попробуем пройти. Может, нам разрешат поснимать.
И вот, ребята, мы подъехали в Горецкую лыжеролейная трасса. Приветствуем участников соревнования! На старт, внимание, марш! Не знаю, можно ехать, нельзя, но пока едем. Правильно это называется, я так понимаю, Воробьевы горы. Это, получается, окраина городка, где находится центральная районная больница. И здесь, получается, эта трасса протяженностью одного круга 7,5 километра и ширина, ширина 9 метров. И на этой трассе проводятся как региональные, так и международные соревнования. Да, вот, ребята, на саму трассу мы не пойдем, потому что смысла нету, снега нету, там нечего нам показать. Но мы вот подъехали, посмотрите, какой это, я так понимаю, пруд, живописный пруд есть рядом. Ну и здесь вот получается, наверное, вход или въезд. Ну, я еще считала, что здесь какой-то и пляж с пирсом оборудован, может, немножечко дальше туда он будет. Вот, видишь, а там, наверное, вот смотри, это что уже таки начинается? Вот эта вот трасса. Нет, мостик. Трасса сама там, вот наверное, эта? да, закрыта. Это- Вот здесь вот, ребятки, это здесь резиденция Снегурочки еще есть. Да, вот на Давайте данный момент, пройдем, вот мы сейчас посмотрим. паркуемся, и там написано, что резиденция Снегурочки. Так что мы даже побываем, где резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще, а резиденция Снегурочки получается в городке. Так что мы сейчас побываем вместе с вами. Ну что, пойдемте. Самому даже интересно. Даже оборудовали такую вот баньку. Она переносная. Также в этой резиденции Снегурочки это вообще получается отдых семейного типа. Здесь пирс, здесь можно делать шашлык, там все есть, и мангалы, все. Короче, посмотрите, какая здесь природа. Это вообще-то получается сосновый бор. И вот здесь вот песчаный пляж для купаний. Все оборудовано. Беседки. И вот такой вот мостик. И, пожалуйста, резиденция Снегурочки. Как и для летних забав, так и для зимних забав. Вот такая резиденция. Ну, очень классно, да? А какой воздух чистый! И слева лес, и справа лес. И даже нужно соблюдать заповеди. Посмотри, как классно вообще сделали, да? Не рви, береги, не топчи, не разоряй, не жги, не мусори и не пугай. 7 буквочек Н. Класс! Так классно, да, разукрасили? Интересно, как ты думаешь, а мы саму Снегурочку увидим? Конечно! Да я уже Да. приветствую вас! Видишь, это какой-то такой развлекательный центр, можно так сказать, для деток. Да, он там что-то такое для детей какое-то построено. Беседка, ну что-то вот все загорожено, что-то нельзя туда заходить, получается. Ну, мы можем обойти. Его они это обгородили, но это не столь важно. Смотрите, какая лесная школа есть. Класс, да? Настоящая лесная школа. Для белочек, для зайчиков. Здесь 1 сентября. Здесь Снегурочка проводит уроки. Итак, сегодняшнее наше занятие
охране окружающей среды. Прошу. Ладно, пошли, потом вырежу. Хотите, я покажу? И смотрите, какие с правой стороны виды красивые. И, кстати, вот тоже беседочка тоже есть, шашлычки, там что-то такое. И вон тоже для купания. Ну, конечно, спуск тут как бы экстремальный. Но потихоньку, в принципе, можно. Мы уже спускаться не будем, но красоту вы видите сами. И туда, посмотри, там тоже красиво. Да. Как это назвать? Это родина Снегурочки. Резиденция. Очень, конечно, красивые места. Обрывчик такой и слабый ветер немножко мешает. Ну а мы идем дальше. Что-то трещало. Слышишь? Точно. Слышишь? Быстрее! Быстрее! Катя думает, что это медведь. Это не может быть медведь, потому что Снегурочку должны охранять гномы или эльфы. Гномы. А Дед Мороз где, интересно? Резиденция Снегурочки. Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще. Мы туда еще съездим. Если вы, ребята, хотите, чтобы мы побывали еще в резиденции Деда Мороза, так что ставьте лайки. А самое интересное, я сейчас вам покажу саму резиденцию. И мы поворачиваемся и видим резиденцию Снегурочки. Такая большая избушка у нашей Снегурочки. И зайдем мы с вами в гости к нашей Снегурочке. Ну, это Катя шутит, потому что это домик зайчика. Или мишки. Что там? Такой вот домик. Пытались костер, видно, разложить. Ну, а мы гуляем дальше. Пойдем хоть грибов пособираем, что ли? Что это азбука? Ж. У. Это как букварь для деток, наверное. Смотрите по правую сторону, домик Бабы Яги. Настоящий. Сейчас мы вас приглашаем в домик. А домик этот называется, вы видите сами, Баба Яга. Костяная нога. Ой, это здесь, наверное, что-то красят. Такая у нас Баба Яга. А вот здесь вот у Ее нас домик реставрируют. Кощей Бессмертный. Ее домик реставрируют. А, Рабочие вот изгнали ее. реставрирует. Дальше пойдем. Здесь происходят какие-то работы. Ремонтируют резиденцию Снегурочки. Ну, здесь, получается, наверное, подготавливается уже к Новому году, потому что оно уже скоро не за горами. Бабье лето пролетит и будет уже как бы поэтому зима, и поэтому подготавливают, видно, вот резиденцию. Смотри, какие. Каким-то. А здесь можно совершать роспись. Да, здесь такие вот красивые гаражки тоже поделали. А вот это, мы так понимаем, вот это и есть тот самый домик, где живет Снегурочка. Так что теперь, Катя, мы можем
гордиться, что были у Снегурочки в гостях. Есть световые мачты, которые светят на пешеходный переход. И такая вот красота. На той стороне вот такая песка. Гора, я не знаю для чего она, правда. То ли пляж. Мы пытались зайти в домик, но здесь замок. Здесь вот как пока инвентарь хранится. Так что мы немножко не попали. Ну, я думаю, что мы зимой ее обязательно навестим и застанем ее дома. Мы просто, Катя, скажи, не застали Снегурочку дома, да? Короче, она растаяла. Да. А ты знаешь, что вон там тоже есть беседка, ну какая-то гора. Может, туда с тобой пройдем, Ну, нет? давай пройдем. Там, вон, кстати, мангал есть. А еще тоже зона. Шашлычки, барбекю, беседочки. Зона отпочинку. Так что, дорогие, Сердечно запрошаем. запрошаем вас. Гэта вельмі прыемны гарадок. Які завецца, так і завецца гарадок. У якім вельмі цудоўна. І вы заўжды для сябе найдзеце вельмі цікавыя. Кончились Ну, белорусские зато слова. А, вельмі цікавыя каштоўнасці, гістарычныя каштоўнасці. Так. Плюс еще очень в том, что по территории расположены биотуалеты, это тоже молодцы. Все продумано грамотно. Сюда быстрее идем, покажу тебе вот такую. Ветер. И вот такой вот шикарнейший вид открывается. Да, такая, как это, нетронутая природа. Как бы не то озеро, не то болото, заболоченная такая. Действительно, как знаешь, как сказочная, особенно вот туда смотришь, такое, там леший, этот, водяной, там водяной, никто не водится со мной. Вот такая вот красота. Очень классно, мне очень нравится. Я очень расстроена, что я не знала раньше про это место. А вот такие штуки, для чего они, ты не знаешь, это вот сделано? Так это, может, кто баню делал? Так это да, шалаш. Получается, если накрыть. Конечно, камушек туда забросить, и получится тебе баня. Не, ну для бани она слишком высоковата, потому что тепло все вверху будет. Баню Ну, обычно нет, низкую просто, ставят. значит, такую Это, палатку скорее всего, ставят. да, это ж как палатка. Ветками накрыли, и вот палатка. Здесь отправление, здесь маленький причал. Здесь не причал, здесь выход водяного, когда он выходит к Снегурочке в гости. А там ты видел лодка? Не видел. Ну, и лебеди, 2 лебедя тоже живут, скорее всего, здесь. Прилетели. Скоро, вернее, улетят на зимовку. Видишь, этих Ты так можешь всех зрителей напугать. Если нечаянно гавкнешь. Посмотри, как красиво. Да. Ты говоришь, чудовно. Сосновый бор. Мне даже стыдно за то, что я живу в Беларуси и не знаю о таких красивейших местах. Ну, теперь мы вот будем показывать себе и нашим друзьям. Это через камеру не передать. Ну да, но Конечно. хотя бы просто-напросто люди узнают, что есть такие красоты. Я вот до сегодняшнего дня я даже не знал, где это, что существует такая резиденция Да, Снегурочки. Деда Морозы, да? Да, Вот есть. Так это оно все в интернете. Потому так что всё оно на фигурирует. слуху, да. А вот это вот. А что у Снегурочки есть своя резиденция, мы только сегодня и узнали. Так что вы тоже будете теперь знать, что она существует. И к ней, к зиме, идет подготовка, как вы видите, полным ходом. Все режется, пилится, жужжит. В городке будет в субботу праздник. Так и Называется Мара Гурмана.
Ну, я думаю, здесь все такие значимые, интересные мероприятия, скорее всего, проводятся именно здесь, на этом полуострове. А, нет, это остров получается, потому что мы проходили по мостику, да, на этом острове. Соответственно, ну, у Снегурочки, как говорится, в гостях. Ну, а Снегурочка приезжает на зиму. Я не увижу этот праздник. Ну, если мы останемся еще на пару-тройку дней. Ну, не переживай, Катя. У нас еще очень много всяких разных праздников. Я тебе обещаю. Все, ну, а мы Да, идем на мы выход мчимся дальше. и поедем дальше. Новый год, прям чтобы было вау, вау, вау. Фейерверк, салют, огоньки, чтобы все сверкало, чтобы все... Снимаю. Это Катина, вы увидели Катину мечту. Как мало человеку надо. И в реальности это действительно находится на острове. Видите, вот, Ну вот я не получается понимаю. пролив и резиденция на острове. Вот ты мне вот скажи, вот неужели нету ни у кого такой мечты Новый год встретить просто не тупо в квартире и за столом с кучей салатами, да? Ну, как всегда, оливье или там селедка под шубой. А хочется реально выйти на свежий воздух, чтобы у тебя стоял мангал, взять бокальчик шампусика, запустить этот салют, взять этот бенгальский огонь и просто под бой курантов взять этот шампур в одну руку, во вторую бокальчик шампанского. Разве это не Новый год? Ну вот скажи мне, разве это не Новый год? Ну вот я с тобой хочу этот полностью Новый согласен. год. То, что мне каждый Новый год в этой квартире. Да уже надоело. Вот и все. Ну, так что Я всё. хочу укутаться пледом. Хочу сесть Не и переживай. наслаждаться. Вот это я понимаю, релакс. На этот Новый год мы так и сделаем. У тебя записи есть. Все, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. У нас там еще, наверное, пару остановочек, наверное, будет. Достопримечательности надо посмотреть. Столько адреналина после этой резиденции. Прям пипец. Мне же эти слова вырезать. Да. Вот на этой горе, в городке, стояла оборонительная крепость. Город этот оберегал границы. Видишь, сейчас вон там деревянные макеты как бы немножко стоят. В городке есть православный храм святого апостола Андрея Первозванного, но он, к сожалению, закрыт, так как там идет ремонт, поэтому мы туда внутрь не смогли попасть. Ну вот, дорогие друзья, наше путешествие по городку подошло к концу. Мы его покидаем. А покидаем, куда мы его покидаем? Куда наш путь следующий, Катя, скажи? Ну а следующий наш путь будет в следующем нашем видео, о котором вы узнаете, подписавшись на наш канал. Обязательно ставьте колокольчики, ставьте лайки, ставьте колокольчики, да? Жмите на колокольчики, ставьте лайки. Мы просто немножечко устали, но усталость это приятная. Так что до новых встреч с вами. Будем искать ночлежку и продолжим уже завтра. Так что пока-пока. Смотрите, ребята, какая красота.
как стелется туман. Очень красиво. Шикарно. Смотрите, ребята, лось. Лось перебегает нам дорогу. Такую. А шо ж? Это да. Так, ребята, смотрите. Ребята, смотрите. Смотрите, лось.